Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михайленко. И зима в Крыму разошлась просто не на шутку. Все заваливает снегом, на дороге лед. Посмотрите, это просто лед. Коммунальщики не успевают все расчищать. Я сейчас еду из Ялты в одно интересное место, чуть позже расскажу. Дорога от Алушты до Ангарского перевала закрыта. Сейчас там выпало много снега, машины все стоят. В общем, что творится в Крыму с погодой, это просто жесть. Но вы, друзья, на самом экстремальном канале Крыма. И сегодня мы поднимем уровень экстрима до максимального уровня. Мы с вами идем в самое изумрудное озеро Крыма. И мы там сегодня искупаемся. Поэтому, я думаю, будет интересный видеоролик. У нас снег, изумрудное озеро. Если, конечно, я дойду до него, сугробов там в горах не будет больших. И в нем искупаемся. Вот такие у вас новости из Крыма. Конечно, снег это очень хорошо, потому что наполнятся водохранилища, наполнятся какие-то водоемы, резервуары, и в Крыму будет вода. Поэтому снегу все крымчане рады. В интернете полно видеороликов, фотографий со всех городов, наверное, даже в Евпатории, если не ошибаюсь, то вчера видел фотки, там тоже выпал снег. Так что, друзья, зима в этом году прям очень-очень снежная. Я не помню, когда была такая зима, но за то время, когда я живу в Крыму, такой зимы точно не было. Чтоб вот так, на ЮБК мы сейчас, и здесь был снег. Такого только в горах когда-то был. А чтобы дороги засыпало, такого, друзья, не припомню. Ладно, давайте идти. Мы сейчас находимся в Запрудном. Это такой поселочек небольшой. И озеро называется Юбилейное. До него идти отсюда 2 километра по сугробам. Блин, конечно, не очень-то и удобно. Но мы справимся. Мы дойдем до нашей цели. Я не знаю, живут ли здесь люди в этом селе, но нога человека здесь пока еще не ступала. Как видите, машина проехала, но следы тоже уже замели. Вот такая, друзья, зима. Посмотрите. Это кактусы в снегу. Очень-очень выглядят круто и красиво. И что я вам хотел показать, это вот такие розы. Тоже крымские розы в снегу. Зрелище, конечно, невероятное. А вот так, друзья, растет в Крыму хурма. Посмотрите, какое дерево. Сколько здесь хурмы. Почему ее не собрали, я не знаю. Уже были и первые морозы. Она, наверное, очень вкусненькая. Давайте приблизим. Посмотрите, хурма в снегу. Просто какие-то невероятные у нас кадры сегодня получаются. Вообще круто. Вот столько здесь много с одного дерева можно собрать хурмы. Связаться бы с хозяевами, я бы у них купил пару штучек, попробовал. Ну, давайте на обратном пути уже, возможно, зайдем к ним. Конкретно в Запрудное? Ну, Запрудное это Бирюзовое озеро. Юбилейное. Бирюзовое? Ну, вот туда-сюда. Ну, я по карте знаю дорогу, да. Вот так вот. Но она не замерзла, да? Льда нету там? Ну, я так думаю, чтобы хотя бы там вода была. Я давно просто не была там. Ну, я фотки вот недавнешние видел, вроде бы там не было. Не было? Нет, вода была, льда не было. Вода. А сейчас тут пару дней мороза, не знаю. Ну, может быть, озеро чуть-чуть и подмерзло, но насчет воды не знаю, конечно. Вот только с Васей разговаривали. Отдыхающие там, ну, паломничество туда. И здесь заворожение. Вокруг все обгажено было, кошмар просто. Ну, вот есть люди, которые... Мусор оставляют, да? Да, я иду, они меня спрашивают, а где у вас мусорка? И я говорю, вот, пожалуйста, можете выбросить. То есть люди идут с озера, несут мусор. А вторые просто. Мы когда были на озере, ты понимаешь, даже костер не затушили. Бросили туда вот такие маленькие малосольные огурцы. И мы ходили, воду брали с подругой и тушили. Причем молодежь была до 30 лет. Ну, чисто свиньи, по-другому не назвать их. Свиньи. Смотри, я тебе хочу похвастаться, чтобы ты поснимал. Хурму я уже снял. Снимал, да? Да, Так чья нет. хурма? Ее можно попробовать, купить? Да подойди, это Наташа. Она работает либо в магазине, они как-то через день работают, либо Вася дома. Но чтобы ты знал, что эту хурму садили еще татары. Ага. Ей уже больше, ну мне, а ей еще больше. Ну, примерно сколько ей? Ну, под 80, наверное. Ого, точно. 80 лет? Да. И вот мы ее называем японка. У нас таких 3 дерева. Вот здесь, там еще у Десмалеровой растут, еще где-то у кого-то. Ну, 3 дерева на Запрудное больше не осталось. У Раиды, по-моему, Александровны есть еще. А, вот если сюда поднимешься, вот сюда вот пройдешь, вот видишь, вон где кипарисы растут. Да. Вот прямо вот этих вот 20 метров вверх у них во дворе растет японка. Зовут ее Наташа. Ага.
А мужа зовут, по-моему, Андрей. Он такой по возрасту, как ты. Вот у них прям дерево полностью обсыпанное. Вот будешь идти с озера, вон где Ну, я по этой дороге буду идти, да? Или... Да, вот ты вот сейчас дойдешь, ты пойдешь налево. Ага. А это вот Чуть куда дальше. Ну, я мотоцикл понял. поехал. Ну вот сколько, ну 50 метров и 20 метров вверх. И вот у них дерево, тут они уже снимали, а те еще нет, здрасте, там у них вообще обсыпано. Да, вот это раз, два, там три, у Ираиды, наверное, 4. Понятно, Ну спасибо. давай, снимай, Давайте. выкладывай, потом я тебе там... В Ютубе смотрите. Вы в Ютубе подписаны, да? Конечно, я тебя подписана. Вот. Ладно. Я тебе даже напишу, где я, и ты поймешь, кто это. Все, спасибо большое. До Давай, свидания. удачи тебе, осторожно. Честно говоря, был очень удивлен, что меня узнали в Запрудном, что у меня здесь есть мои шикарные зрители. Огромнейший вам привет. Сейчас мы, друзья, пришли к интересному месту. Это улица Фонтана. Здесь находится татарский фонтан. Он древний, 1851 года, я так понял, потому что на нем стоит такая дата. Давайте я вам покажу его. Вот так он выглядит. Только что спрашивал у местных жителей. Они говорят, что в прошлом году здесь была вода, но этим летом все пересохло почему-то и воды нет. Возможно, снега вернуть сюда воду. Ну и говорят, что еще родники не чистят. Раньше их чистили, а сейчас, к сожалению, не чистят. Надеюсь, что их обязательно прочистят, чтобы здесь снова появилась вода. Вот смотрите, здесь какие-то такие надписи древние, прям видно. Вот такое интересное место есть в Запрудном. Так, а что сзади фонтана? А сзади уже ничего, просто вот, наверное, походу... Ага, вон там, где собиралась вода. Сверху она проходила так под землей. И здесь труп уже выходила когда-то. Но мы с вами отправляемся дальше. Обязательно на обратном пути зайду к тем людям, у которых растет хурма. Попробую ее с 80-летнего дерева. Вот так, друзья, хурма называется японка. Сорт, наверное, такой. Но, в общем, мы обязательно ее попробуем. Вот, шикарно. Мне уже нравится этот видеоролик. Хотя мы еще не дошли до озера. Моя подписчица сказала, что отдыхающие мусорят. Не все, конечно же, но есть такие люди, которые, к сожалению, после себя, после своего отдыха оставляют мусор на этом озере. Друзья, я прошу вас ни в коем случае не оставлять после себя никаких мусорных, я не знаю, там обверток, бутылок, все, что с собой привезли, то обратно и увозите, потому что это вообще не культурно уничтожать вот такие интересные, красивые места Крыма. Даже если у вас есть тюнингованная Нива, то доехать до озера будет на ней проблематично. Как видите, даже Нива не может здесь проехать. Хорошо, что мы пешочком, мы-то с вами пройдем. Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на озеро? Нет. Пытаюсь до дому доехать. Да, жесть, конечно, блин. Воу. Ой-ой. Вот так, друзья, люди здесь, оказывается, живут, они не к озеру едут и не могут заехать на вот этот бугор. Здесь, конечно, очень, как видите, скользкая дорога. Резина зимняя. Ладно, давайте пройдемся. Ой, фак. Что-то он заглох. Давай. Ура, завелся. Воу. Машину просто несет. Скажи, нужно отойти куда-то подальше, чтобы меня не сбили здесь. Там будет заезжать на горку. А мы с вами все это снимем. Так что, друзья, как видите, на машине тоже далеко, оказывается, не уедешь. Он сейчас спускается вниз, чтобы набрать разгона. Но там аж прям до забора нужно спускаться, потому что дорога там очень скользкая. Что-то они не могут подняться, они остановились там, заглушили машину внизу. И я не знаю, что они будут делать. Возможно, оставят там у соседей машину, а домой пойдут уже пешочком, потому что других вариантов я здесь не вижу. На такой бугор, конечно, заехать сложновато при таком снеге, при таком гололеде. Вот такие новости в Крыму. Представляете, что на Ангарском перевале творится? Там снега в 3 раза больше, чем вот здесь. И я не знаю, расчистили там дорогу или нет. Но пробка там сегодня, насколько я читал в интернете, огромная была. И, возможно, сейчас она и есть.
Я еще после этого ролика, если успеем до темна, хочу сгонять в Алушту, посмотреть, как Алушту там тоже завалило снегом. Я наконец-таки дошел до этого озера. Озеро, кто еще не знает, называется Юбилейное. Оно бирюзового цвета. Но сегодня, похоже, наше купание, друзья, отменится, потому что на озере лед. Корка льда. Сейчас подойдем поближе, покажу вам все. Очень жаль, я так хотел искупаться в этом озере, блин, друзья, зимой. Это было бы невероятно круто. Кстати, из-за корки цвет немножко потускнел, но все равно видно, как он выделяется. Вот такая, друзья, красота. Находится в горах. Сейчас, пока нет снежка, обязательно запущу квадрокоптер. Покажу вам все с высоты птичьего полета. Конечно, озеро мы сможем видеть, что немного обмельчало. Потому что вот берег, это как у нас Зеленогорье, тоже обмельчало, так же и здесь. И на море, говорю, на озере, к сожалению, ледяная корка. Вот невезуха, что делать нам? Смотрите. Но озеро, конечно, прелестное. Вот видно кусочек воды, но здесь глубина прям по колено. И дальше уже идет, это либо снег, либо лед, что это? Это, друзья, снег с небольшой коркой льда. Че, может, проломим все-таки корку ногами? Она не порежет меня? Кстати, вот идет откуда-то, там стоит труба и поступает сюда вода. Я не знаю, возможно, это с гор какой-то водозабор идет. Видите, озеро наполняется здесь. Блин, ну, в принципе, зайти в воду мы сможем. Но нырять я точно не буду, потому что я боюсь утонуть здесь. Вот такая здесь красотень, друзья. Это в горах. Вы не представляете, насколько это все красиво вживую смотрится. Такое озеро. С квадрокоптера, наверное, кадры шикарные получатся. Ну что, я думаю, давайте все-таки нырнем. Чем мы зря сюда и шли? Согласны? Я сегодня даже взял полотенце с собой, потому что знал, что буду купаться. Но лед, конечно, нам помешает немного. Из-за него не просматривается ни дно, ничего не вижу. Ну ладно, мы зайдем хотя бы по грудь, друзья, и выйдем сразу. Нырять под воду с головой не будем, потому что мне еще спускаться до города далеко, чтобы я не простыл, чтобы не заболел. Голову мочить не будем. А так зайдем просто в водичку, в бирюзовое озеро в горах зимой, чтобы вы понимали, это экстремально. Так, давайте выберем какое-нибудь такое интересное местечко, где бы нам окунуться в воду. Я думаю, что вот там, туда пойдем и там окунемся сейчас. Конечно, здесь сугробы уже, как видите, побольше в горах. Пока мы шли, сюда еще снежок выпал. Как видим, следов нет, люди не ходили. Одни мысли. Блин, здесь даже из-за этого снега, который сейчас находится в воде, не видно, какая глубина. Надеюсь, там не будет такого резкого обрыва, что мы с вами упадем. Это будет полнейшая жесть. Тишина, спокойствие. Невероятная крымская природа. Что может быть лучше, скажите мне, чем прогулка по зимнему крымскому лесу, да еще и вот рядом с таким чудесным озером. Так, нам нужно найти пологий склон, чтобы, ой-ой, чтобы было удобно. Конечно, ноги сейчас у меня в снегу, я думаю, просто задубнут. А в воде вообще все задубнет. Блин, друзья, здесь нет таких пологих спусков. Видите, такой обрывчик прям сразу идет. Даже вещи, вот, возле деревца сейчас вещи положим. Еще раз посмотрите на это озеро. Выглядит невероятно красиво. Из-за снега, который сейчас вот на поверхности его, оно потеряло свою немножко бирюзовость. Но ничего, мы сюда еще, конечно же, вернемся весной, когда будет все зелено, когда будет красиво здесь. Ну а пока вот такая наснежная погодка тоже радует. И что? Давайте подготавливаемся к купанию в горном озере зимой. Это, конечно, очень экстремально, ни в коем случае не повторяйте.
нереально холодно, но мы с вами отправляемся купаться. Ну что, блогеры, повторяйте. Давайте быстро заходим и выходим, потому что ноги в снегу замерзают. А глубина здесь сразу небольшая. Друзья, это просто каша из какого-то снега. Посмотрите, я не вижу, что на дне вода ледяная. Все, ныряем и выходим. Главное, чтобы судорога нас не схватила. Все, я здесь нырнул, друзья, и выходим, все. Честно, аж дух захватывает. Смотрите, куда я дошел. Это были небольшие купания, друзья. Ноги на снегу мерзнут. Пойду сушиться побыстрее. Лайк этому ролику. Это было, наверное, мое самое короткое купание зимой. Сами все видели. Вода ледяная намного холоднее, чем в море. Я вам скажу, вот здесь в горах вообще прям холоднее льда, если честно. Воу. Пойдемте лучше есть хурму. Это занятие будет повеселее. Ну что, друзья, как и обещал, в принципе, по грудь я окунулся. С головой не окунался, потому что мог заболеть, пока буду возвращаться. Идти очень холодно. Морозы в Крыму все-таки. Сейчас пойдем туда, где женщина нам сказала. Купим хурмы. Может, нам и бесплатно угостят нас. И потом, я думаю, что еще отправимся в Алушты. Если успеем, по светлым туда посмотрим, что творится в Алуште. Вот такой интересный контент получается. Поддерживайте купание максимально лайками, комментариями. Друзья, и прошу приглашать на канал своих друзей, потому что у нас уже 94 тысячи человек. Скоро будет 100 тысяч. Если каждый из вас, кто смотрит это видео, пригласит хотя бы 3 своих друзей, знакомых, возможно, детей, то нас уже завтра может быть 100 тысяч. Поэтому я очень на вас надеюсь. Стараюсь всегда для вас снимать самое интересное из Крыма, поэтому и вы меня тоже поддерживайте.
Начался просто какой-то дикий снегопад. Посмотрите, снег летит хлопьями большими. Все просто заваливает снегом. И самое главное, что нет ветра. Посмотрите, как плавно, медленно падает снежок. Это просто какая-то невероятная красота. Смотрите на этот лес. Не знаю, GoPro передаст вам, как падает снежок. Но это просто, друзья, фантастика какая-то. Он так ровно ложится. Смотрите. Прям действительно заваливает снегом Крым. Природа решила все, что летом не давала дождей, сегодня в эти дни нам все вернуть за лето, должок, так скажем, в виде снега. Просто все горы покрыты снегом. Уже такой нормальный снежный покров у нас. На Петре, наверное, сегодня выпало, там вообще очень много снега. Что ж, дорогу туда перекрыли. Смотрите, какой густой идет. Стена просто снега. Вот такая, и он валит, валит и валит, не хочет останавливаться. Вот так уже, он начал с 11 утра, и вот так до сих пор идет, чтобы вы понимали. А уже сколько, 4 часа где-то? Бывают, конечно, промежуточки, когда он не идет, там, но это буквально 20-30 минут, а потом обратно. Вот такими хлопьями просто все заваливает. Я, конечно, безумно этому рад, что в Крыму пошел снег. Наконец-таки водохранилища теперь, я думаю, точно должны наполниться водой. Потому что столько много снега, это все, конечно, превратится в воду, которая очень необходима сейчас Крыму. Вот так, друзья, растет крымская хурма. Посмотрите на это невероятное зрелище. Валит снег, хурма на дереве. Сейчас попытаюсь достучаться до хозяев. Надеюсь, смогут мне немножко продать. Просто невероятная красота. Здравствуйте. Вы хурму не продаете? А можно купить немного? Сколько надо? А почем она вообще у вас? По 80 рублей. Это за килограмм или? Ой, ну давайте килограмма 2 тогда. Так, собачки не укусят? А? Собачки не укусят? Нет. Какой? Вот такие, друзья, здесь собачки. У нее очень много собак, оказывается. Какие-то породистые, беленькие, пушистые. Круто. И вот наша хурма. Красота просто. Сейчас ее попробуем на вкус, крымскую хурму. Сколько дереву примерно лет этому? Больше 50 точно, короче. лет. Да, мы прикидывали Сколько? лет 70. 60? Мы прикидывали ему около 70. То есть дома 125, а этому вот где-то нам соседи говорили, что он тут, ну, точно лет 50 оно точно что тут стоит. А вы здесь покупали дома уже, оно было, да? Вот. Понятно. Ну, дома по документам 125 лет, короче. Ага. 1895 года. Уже 126 можно считать. Я с озера уже иду. А, уже? Да. Что там, замерзшая она, нет? Не замерзшая, но там снег в нем, такой слой снега, без льда. А по уровню там сколько примерно? Ну, меньше, чем летом. Да, Нет, летом наоборот, вообще больше, чем летом. Летом вообще, Летом в вообще этом там году было мало. было-то. Что-то я сбила, ведь я что-то не на то нажала, что ли. О, господи, что я сделала? Ага. А его привяжи опять сейчас на цепь. Где привязывать? Посиди дома. Ага, всё, держите. Чуть больше 2. Да, держите вот. Все, спасибо. До свидания. Так, ребятки, взял 2 килограмма хурмы. Посмотрите, какая хурмичка настоящая, крымская. С такого старого дерева. Ему уже там около 70 лет, но оно до сих пор плодоносит. Видели, сколько на нем хурмы было? Просто какая-то фантастика. Посмотрите. Вот такая хурма растет в Крыму.
Ну что, вот она, крымская настоящая хурма, друзья. Сейчас будем ее пробовать. Взял 2 килограмма, и потом вспомнил, что, оказывается, хурмы много есть нельзя за один раз. Но придется теперь ее есть. Я очень люблю хурму. 80 рублей стоит 1 килограмм. Вообще недорого. И сейчас с вами будем ее пробовать. Друзья, мягенькая, холодненькая, очень-очень вкусная. Самая вкусная крымская хурма, однозначно. Что могу сказать? Мне очень понравилось. Косточек, кстати, я здесь не вижу, она походу без косточек. Очень вкусная. Можете приехать купить, если хотите. Вот такая реклама получается. Но, друзья, мне, честно говоря, понравилось. Рекомендую. Это, кстати, очень полезно. Вот скажите мне, что может быть красивее, чем кипарисы в снегу? И вот такой снегопад. Жаль, вам не передается эта атмосфера, которая сейчас здесь. Это что-то сказочное. Посмотрите на эту красоту. Просто я не могу поверить, что мы сейчас находимся с вами в Крыму. Вот так здесь красиво. Все кипарисы в снегу. Идет просто такой снегопад. Я таких давно не видел, даже когда жил в Луганске. Смотрите. Это сказка. Мы с вами сегодня попали в какую-то зимнюю сказку, в крымскую. Просто посмотрите, какие красавцы кипарисы. Просто я очень рад, что сегодня смог сюда выбраться, в этот поселочек. Это невероятно. Снег метет, останавливаться совсем не хочет. И это очень-очень хорошо. Просто хлопья гигантские падают с неба. Сейчас попробую небо для вас подснять. Будет ли что-то видно, не знаю. Смотрите, как падает снег. Просто какая-то сказка. Кто теперь там напишет, что в Крыму нет снега? Где эти люди? Чистить хоть чуть-чуть. Друзья, мы кое-как добрались до Алушты. Я доехал сюда на попутке. Что скажу, дорога это полная, это был полный какой-то трэш. Выпало много снега, ее не расчистили. Там, где малый маяк, подъем такой есть, машины туда просто не могут заехать. Мы спускались, я не знаю, как я буду ехать обратно, потому что все заваливает снегом, он не прекращается. Кстати, Ангарский перевал сегодня тоже закрыли, из Алушты в Симферополь уже доехать тоже невозможно. Сейчас бегом иду на набережную, подсниму вам немного набережной и буду пытаться отсюда как-нибудь выбираться. Надеюсь, все получится, и я не останусь здесь на улице. Благо, тут есть знакомые блогеры из Алушты. Если вдруг что, на крайний случай буду звонить или писать им, чтобы они меня приютили. В общем, ЮБК сегодня стоит. Такой на дорогах просто жесть. Даже много аварий пока ехали, видели. Немножко подснял там для вас. Надеюсь, кадры получились, я их вставлю. Идем на набережную Алушты. Честно говоря, такого в Алуште, я думаю, давно не было. При всем этом только что связался с Евгением вокруг Крыма. Он говорит, что в Судаке вообще нет снега. Представляете, какая погода? В этой части Крыма просто какая-то жесть. Посмотрите на эти пальмы. Они ломятся от того, что на них навалилось просто килограммы снега. Но
Это какая-то жесть. Я не знаю, как я буду выбираться отсюда. У меня сейчас просто ноги все мокрые. Не знаю, как вам передать, как будто в речку стал ногами. Поэтому, друзья, если вдруг я сегодня не заболею, с вас новая обувь. Но кадры сказочные мы такие упустить по-любому не могли. Как и обещал, друзья, крымская зима для вас. Вот Александр Михайленко. И если вдруг еще кто-нибудь не подписан на мой канал, то время прямо сейчас это сделать, потому что я, друзья, всегда в эпицентре событий показываю самое интересное из Крыма. Сами в этом можете убедиться, посмотрев видеоролики на канале. Поэтому подписывайтесь. Впереди еще нас ждет много всего интересного. Конечно, снег завалил. Тут, если в горах снег падает и лежит, там мороз, то здесь он просто тает. И вот такая мочмова получается на земле. Все растаявшее, все мокрое. Идти прям супер некомфортно. Но кто, если не я, еще вам покажет снегопад в Крыму. Люди уже вот прям на набережной лепят снеговиков. Посмотрите. Рот сбоку у которого. Готово. Вот такое, друзья, бывает в Крыму. Настоящая крымская зима, как говорится. Так, ну а мы с вами пойдемте дальше. Тут у нас находится главная елочка Алушты. Как видим, тоже вся завалена снегом. Просто что-то невероятное. Вот зима в этом году, так зима. Смотрите на елочку. Красота. И снег так, ветра нету, снег так падает ровно прям. И, чтобы вы знали, сейчас в Ялте на набережной тоже нет снега. Вот ехать по трассе от Ялты, там просто завалено все снегом, проехать машины не могут. Смотрите. Конечно, кадры, которые тоже, я думаю, войдут в историю с такой снежной зимой. Вот, друзья, все эти растения, посмотрите, завалены снегом. Нереальные кадры у нас сегодня. А посмотрите на сосны. Давайте ближе подойдем к ним. Вообще. Просто все в снегу. Не знаю, как будут справляться коммунальщики, если это все. Но это, скорее всего, все растает уже завтра. Потому что в Крыму зимы такие. Сегодня сугробы по пояс, завтра уже сухо на улице. И нет намека на снег. Вот смотрите, когда идет снег, эти иллюминации смотрятся намного круче. Согласитесь. Но мы с вами идем дальше. Делаем самый снежный репортаж этой зимы на данный момент. Просто, у меня просто нет слов, чтобы вам все описать, всю эту сказку. Снег, конечно, это очень нужен для Крыма, чтобы наполнились водоемы все. Смотрите, ветки прям опустились. Мне кажется, даже сосна согнулась. От того, что на ней столько снега здесь навалилось. Просто что-то невероятное. Ух ты, друзья, забыл вам показать. Здесь люди строят снеговиков. Это от самой елки, видите, идут на обочинах снеговики. Каждый лепит своего снеговика и фотографируется с ним. Вот такой у нас парад снеговиков на набережной Алушты. Сейчас дойдем до колоннады. Посмотрим, что у нас там. Да, вот такое зимы я точно не ожидал в этом году. До этого никто ее не ожидал, что будет такими хлопьями просто валить снег. Сказка, а не зима. Завтра все соцсети будут пестрить фотографиями с Алушты, с перевала с этого, где снег. Наверное, уже не пестрят. Смотрите, вот этот подарочек тоже заваливает снегом. Ладно, давайте уже дойдем до колоннады. Так. На объектив тоже падает снег. И плохо видно из-за этого.
Так, друзья, уже практически дошли до колоннады. Я уже не чувствую своей руки, которой держу камеру. Холодно. Так, там тоже что-то лепит интересно. Давайте подойдем, посмотрим. Тоже, наверное, снеговичка. Да. Вот так взрослые лепят снеговиков. Так, мы уже практически на месте. Снег, мне кажется, стал идти еще больше. Посмотрите, какие хлопья повалили. Это просто что-то невозможное. Так, давайте уже скорее дойдем. Просто иду по воде. Вот она, друзья, знаменитая Алуштинская колоннада. Здесь написано Алушта курорт с Новым годом. Если бы такая погодка была бы на Новый год снежная. Вот такая здесь красота просто. Нет слов, чтобы все вам это описать. Да, друзья, зима добралась и до Крыма. Сейчас опять мне будут писать в комментариях, это разве снег? Друзья, пожалуйста, не пишите такие комментарии. В Крыму действительно сейчас много снега. Я говорю конкретно за ЮБК. ЮБК сегодня завалило снегом. Вот здесь вот вообще днем троллейбус, я так понял, его ли долбанул кто-то. Детям Симферополь Вот позвонил. здесь вот стоят машины. Здесь машины в аварию попали, когда мы ехали. Да. То есть похоже, что... Ну что, счастье. Сухо в Ялте, в Симферополь приезжаешь, вообще сухое. А здесь вот именно был толстый слой, но вот уже, видать, раскатали. Вот он троллейбус, ты видишь? Не пойму, он в канаву, короче, колесом съехал, все. Там еще какая-то газелька вроде бы стояла. Ну, там такие газели тоже неинтересно. Вот. Тяжелые машины там и так далее, это да. Эх, зима, ребята. Вот такой Крым бывает. Вот это Зато водичка будет. отлично. Вот Нет, а то меня все показали. спрашивают, у вас, наверное, и снега не бывает. Я говорю, вы приедете, посмотрите. Прям счастье. Прям счастье. Вот оно, видите, как звездное небо просто. Летит все. Хорошо, что резина, да, зимняя стоит. Да, я готов. Так, ты что, не спустился бы даже сюда. Я говорю, вот машин 20 стояло, газели в основном и тягачи вот эти тяжелые все. Не могли они почему-то подняться. Ну, это все от резины. Ну, еще с километра показывает. Ну, уже хорошо. Пробки, да? Да, потом... Ну, а смотри, сколько брошенных. То есть, можете считать, я говорю, тут до хрена просто. Даже эвакуатор вот, походу, видишь? Эвакуатор даже боком стоит, стоит, да. не смог подняться. Тоже на летней резине. Видишь, здесь слой, вон прям уперся в этот. Сверху Он причем ободрал себе, даже вон этот, видишь, не то что уперся, а ободрал себе бампер. Ну такое вот. Такое зимушка, тоже да. приплелся. Да, газельки, форды, все тут нормально. Не, сейчас его отругают. Да может даже тиранулся с этим. Все, что хочешь, я же не знаю, что тут стоит. Кто так с кем-то цепляется, кто там, видишь, девушка за рулем. Я вчера, кстати, единственного, кого уже уезжал с Айпетри, встретил на Ауди кто-то вот на такой тоже. На паркетнике на таком. Вау, газанула, как ее в сугроб этот занесло. Хорошо, что она выехала. То есть мощи в машине полно, да, а линия, понимаете, это же. Вот кого-то посносило. Сейчас будем смотреть. Приезжай. Так этот вот сейчас нас обгонял. Красота. Смотри, какой слой снега, да? Вот что, обрати внимание, уже сантиметров 15-12.
Красиво. То, что рисковать у них не получается, прокручиваются колеса. Мощности в машине там угодно. Я говорю, это хорошо, что людей пересадили или, ну, понимаете, в аэропорт, когда ты едешь. Это просто жесть. Или после так он 3-3,5 часа идет. И такого желания потом. Вот эти вообще, я считаю, только надо ночью пускать и то. Такой вот машин рядом не было. Аккуратненько. И вперед. Так, ребятки, мы выбираемся из Алушты. Спасибо Discovery Крым. Если будете на его канале, обязательно напишите привет от Михайленко. Мы в Ялте. Здесь намека на снег вообще никакого нету. Моросит дождик, и ялтинцы видят снег только в моих видеороликах, походу. Спасибо каналу Discovery Крым, дал свою наклеечку, что подвез из Алушты. Чисто случайно он остановился, подобрал людей и меня тоже. В общем, я в Ялте, все хорошо, мы живы, целы. Сами видели, что творится на дороге, какой там снегопад. А вот в Ялте, друзья, идет дождь сейчас, моросит дождик. Ну, хотя мокрый снег тоже немного срывается. Но заснеженных улиц, как в Алуште, совсем нет. Вот такой он климат Крыма. Буквально несколько километров в ту сторону, где Малый Маяк, там вообще очень много снега. Ну и все, друзья, все вам сегодня показал. Такой получился, надеюсь, интересный видеоролик. Поддержите его максимально своими лайками, комментариями. Поделитесь им в социальных сетях. И я очень вас прошу за мои, так скажем, видеоролики, чтобы вы приглашали на канал своих друзей. Если каждый, кто сейчас посмотрел этот видеоролик, пригласит хотя бы 3 человек, то нас уже совсем скоро станет 100 000 человек, друзья, на канале. Это просто какое-то невообразимое число зрителей на моем канале, которые смотрят видеоролики из Крыма. Все, встретимся с вами уже завтра в новом видео. С вами был я, Александр Михайленко. Всем пока!